Вот уже несколько серий о путешествии в Омане я рассказываю о прекрасной природе этой замечательной страны, о ее пляжах, пустынях, озерах, оазисах, о подводном мире. Но история этого края ничуть не менее интересная, загадочная и манящая. И лучше всего о ней рассказывает район Оманских гор Хаджар. Как раз тут, в каких-то 140 километрах от современной столицы Маскат, располагается сердце так называемого древнего Омана – Низва. Именно этот город стоит у самых истоков ислама, ведь принята тут эта вера еще при жизни пророка Мухаммеда. Именно здесь враждующие друг с другом кланы Омана, наученные оглушительным молниеносным покорением береговой линии и основных торговых путей страны португальцами, стали возводить десятки прекрасных фортов, замков и дворцов. Города тут наперебой становились то столицами, то центрами сопротивления правителям, то местами кровопролитных сражений. Именно тут, под защитой оманской горной гряды Аль-Хаджар, постоянно воюющие друг с другом оманцы объединились против общего врага. 150 лет собирались они силами перед тем, как выгнать завоевавших их страну португальцев. А память об этом противостоянии так велика, что на территории Омана сохранились не только десятки прекрасных замков и разных фортификационных укреплений, но и по сей день любое административное здание, особенно полиция, выстраивается как настоящий мини-форт. Итак, сегодня посетим древние крепости горного района Омана вокруг религиозного и исторического центра страны Низва. Полюбуемся на самый большой и легендарный замок Бахла, самый красивый и известный дворец Джабрин. Конечно, посетим саму Низву, спустимся в одну из крупнейших пещер Омана Аль-Хута, погуляем по разрушенному за непокорность городу Тануф, по брошенным жителями глиняным городам Аль-Хамра и Белькат-Аль-Мус, и, наконец, узнаем, почему же ирригационная система Омана Афладж включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кто вы такая? Как кто? Я талант. Самолеток. Изобретательница и путешественница. А начнем мы не с истории, а с легенд и мистики. Ведь древний город Бахла знаменит не только как один из самых известных и крупных крепостей в Омане. National Geographic включает его в топ-10 городов, самых посещаемых призраками. Ведь Бахла – это родина джиннов и черной магии, связанной с ними. По легенде, стены этой огромной крепости сестры колдуньи Гаита и Маита возвели с помощью джиннов за одну ночь, чтобы защитить город и его жителей от врагов. Другая легенда рассказывает о джинне, который до сих пор живет в замке Бахла. Джин может исполнять любые желания, но за каждое требует человеческую жизнь. Джиннов в крепости я не видела, но вот многочисленные летучие мыши вместо них пугают тут посетителей изрядно. Заходя в каждую темную комнату, наталкиваешься на целую толпу этих маленьких созданий, которые хаотично начинают мельтешить перед глазами. Напомню одну из самых замечательных особенностей Омана. Несмотря на исключительность местных достопримечательностей, тут пока совсем мало туристов. Поэтому путешествовать по пустующим древнейшим коридорам и помещениям крепости приходится практически в одиночку, изредка наталкиваясь на затерянных в лабиринте путешественников. Испугаться тут вообще не сложно. Бахла является самой древней, самой крупной глиняной крепостью в Омане и заодно первым объектом в стране, попавшим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость просто огромна, состоит из частей, построенных в разное время. Блуждать тут в поисках неизведанного можно очень долго. В основе своей крепость состоит из лабиринта комнат различных размеров и пропорций, понять назначение которых без соответствующего антуража очень тяжело. Есть несколько комнат, сохранивших описание и даже какие-то особые очертания сакрального смысла. Есть библиотека. Часть крепости демонстрирует еще доисламскую культуру жителей Аравийского полуострова, государства Маган, упоминаемых в шумерских текстах как поставщика меди и камня невероятной прочности – диорита.
Про совсем древнюю историю Омана мы рассуждали, когда путешествовали по его южным регионам. Если же вас интересуют библейские времена, все-таки лучше отправляться в город Салала. Бахла же становится местом жительства оманских правителей в начале X века нашей эры с развитием влияния аббасидского халифата с центром в Багдаде, ну или, проще говоря, с началом захвата оманских территорий персами. А столицей большей части Омана, богатый торговый город Бахла, стал уже в XII веке нашей эры. В этом древнейшем на Ближнем Востоке государстве постоянно различные кланы брали верх друг над другом. Бахла с переменным успехом продержалась в списке столиц до самого начала XV века, когда португальцы решили положить конец оманской торговле с Индией и завоевали его на целых 150 лет. На тропинках, соединяющих различные части крепости, сообщающихся друг с другом помещениях в виде пугающих лабиринтов, опасных выходах на крыши, в огромном своде на входе в цитадель, сохраняется ощущение арабской средневековой сказки из «Тысячи и одной ночи». Сохраняется, несмотря на плоско и однообразно восстановленные стены и ниши. Действительно, наверняка реставрация, выполненная так однообразно, уничтожила часть древнего духа крепости. Не зря одной из страшных легенд тут является то, что крепость восстанавливают так долго, с начала 90-х годов прошлого века, потому что она не хочет восстанавливаться. Много раз фиксировали невероятные ситуации, когда реставрированные стены на следующий день разрушались, как будто работы даже не начинались. Но, скорее всего, проблема заключается в том, что с момента сильного разрушения от землетрясения в 17 веке крепость забросили, и до самого конца 20 века это место наверняка больше походило на город-призрак. Часть современного города Бахла находится тут же, недалеко. Это район населенный, не покинутый жителями до сих пор. Даже больше, говорят, что среди местных жителей до сих пор прячутся столетние маги, которые умеют управлять джиннами и использовать их силу для собственной пользы. Ну а рядом с крепостью пугают зияющими пустотами оконные проемы старинного города Бахла. Говорят, что днем джинны живут именно тут, а ночью выходят гулять по старому городскому рынку. Мы, конечно, не решились отправиться на поиски этих квартирантов. Тем более мы посетили гораздо более известный глиняный город Тануф. Вообще в Омане это такой отдельный вид приключенческо-исторического путешествия – посещение старых разрушенных глиняных городов. Их в окрестностях Низвы достаточно, выбирайте на свой вкус. Тут можно и побродить по почти сохранившимся домам, и полюбоваться традиционной оманской архитектурой, и осколки древней посуды поискать, и сделать потрясающие фотографии. Но Тануф в числе этих городов стоит особняком. Город был оплотом восстания против старого султана в середине 20 века. Эта страна в тот период была настолько патриархальна, что даже было разрешено рабство. Англичане ради доступа к дешевой нефти поддержали старого султана и помогли подавить восстание. Город с его мирным населением бомбили с помощью авиабомб. Руины с тех пор опустошены и никем не охраняются. Страшно представить, сколько здесь погибло мирных жителей. Ведь эти глиняные постройки никого не могли укрыть и защитить. Кроме скорбного вида разрушенных стен, пострадавших от авиабомб, в городе стоит 400-летняя мечеть и один из известнейших афладж страны, берущий начало в одноименном источнике Вади Тануф. Что такое Вади, мы с вами уже разбирали в одном из наших выпусков про Оман. Очень рекомендую ознакомиться со всей серией, ну или, по крайней мере, с первой ее частью. Что такое фаладж или во множественном числе афладж, проще рассказать на примере одного из самых известных образов этой ирригационной системы – фаладж Аль-Катмин. Это один из 5 древнейших, сохранившихся до наших дней афладж, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оман гордится этим изобретением, появившимся на Аравийском полуострове по крайней мере 2000 лет назад. Нация считает, что это один из важнейших складов оманской цивилизации в развитии сельского хозяйства. И действительно, если бы этого изобретения не было, поселения тут бы были невозможны в связи с чудовищной жарой и постоянной засушливой погодой. Тематично мы уже встречались с системой афладж
в ролике про южный курорт Омана Салала. Там я показывала, что любой фалладж берет начало у горных истоков и дальше по длинной глиняной канавке поступает напрямую в крепость, охраняющую поселение. Потом проходит через сам город и уже после этого поступает в поле финиковых пальм, искусственных оазисов. Так и тут вода поступает из источников самой большой горной гряды Омана – Аль-Хаджар на высоте 3 километров. Потом по классике постройки проходит через небольшую крепость Ваид-ар-Ридайда. Это живописная, очень компактная крепость. Она находится совсем рядом с современным центром поклонения древней конструкции Фалладж Аль-Катмин. Тут расположены городские купальни. Очевидно, для местных жителей вода в источнике имеет сакральное значение. Место для купания называется Аль-Маджаза и собирает множество местных мальчишек и взрослых мужчин. Хотя везде написано на английском, что купаться тут запрещено. Фалладж в самой крупной части разделяется на 3 нитки. 2 из них идут на орошение посевов граждан, а 1 на государственные посевы. Это тоже древняя восточная традиция. Ну а после вода бежит к старинному городу-призраку Бергат-аль-Мус. В основном его образ соответствует тому, что мы видели в Тануф, но тут здания практически целые. Глиняные города массово оставляли в Омане в прошлом веке, и теперь эти города, как призраки, медленно разрушаются под солнцем. Глина, из которой сделаны эти традиционные старинные постройки, не выдерживает никакой конкуренции с более современными строительными материалами. После дождя дома постоянно нужно было обновлять. От жары и засухи они тоже иссыхают. Поэтому, как только Оман повернулся в сторону прогресса и начал развиваться, жители стали оставлять эти поселения и строить новые жилища вплотную к оставленным глиняным кварталам. Беркат-аль-Мус расположен на возвышении, и подниматься по заваленным хламом старинным узким улочкам не очень удобно. К тому же все-таки глина рассыхается, и бродить тут по этому городу-призраку в целом не совсем уж безопасно. Самое интересное и приятное, что тут можно сделать, это пройти по руслу Фалладжа, представляя, как 100, 200, 300 лет назад вокруг резвились детишки, как набирали воду хозяйки близлежащих домов, как текла размеренная мирная жизнь вокруг этих теперь так зловеще зияющих окон и разрушающихся глиняных зданий и прогнивающих деревянных перекрытий и крыш. Мы всего посетили 3 таких разрушенных глиняных города. Самый крупный и, скажем так, современный из них – Аль-Хамра. Он примечательный тем, что он перестраивался позже всех и по сравнению с другими городами выглядит посовременнее. Улочки тут уже более широкие, а те же самые глиняные дома представляют собой порой огромные массивные здания в 2, 3, а то и 5 этажей. Кое-где мы даже нашли остатки проводки для электрического света внутри зданий. Подниматься по разрушающимся лестницам, конечно, страшновато, но с крыш или с этажей, которые уже потеряли часть своих стен, открывается захватывающий вид на оставленные архитектурные красоты, ради которых сюда и следует приезжать. Отличает городок Аль-Хамра еще и то, что тут сделали небольшую гостиницу и что-то типа музея старинного оманского уклада жизни в этих глиняных городах под названием Баид-аль-Сафа. Несмотря на прикольное оформление здания, мы в музей не пошли, так как стоимость посещения соответствовала стоимости посещения замков, что нам показалось неприлично дорогим. Я уже упоминала данную проблему в заглавном ролике про Оман, но она так возмутила меня, что решусь повторить ее еще раз. Все, что связано с туризмом в Омане, посещение исторических мест, проживание в отеле, все очень дорого. К тому же, стоимость посещения в любом музее для иностранцев ровно в 3 раза дороже, чем для местного населения. Я бы сказала, что это одна из самых неприятных черт страны. Несмотря на подчеркнутую благожелательность, европейцев тут не очень любят. Впрочем, это объяснимо. Взять хотя бы дробление в 19 веке Англии и Омана на маленькие кусочки, которые потом объединились в Объединенные Арабские Эмираты. Ну или полуторавековую жестокую оккупацию Омана в 16 веке Португалией. В момент, когда португальский король Мануэль I Счастливый решил захватить все порты Оманского и Персидского заливов с обеих сторон, на береговой линии Омана только один город имел форт, пытавшийся противостоять захватчикам.
Через 150 лет после освобождения от европейских угнетателей постройка фортификационных сооружений настолько укрепилась в культурном коде оманцев, что даже современные здания пытаются походить на форт. Так случилось и с самым красивым фортом Омана – Джабрин Касл, построенным третьим правителем династии освободителя Омана Яруба около 1680 года, прежде всего как дворец и столица, но заодно и как замок-крепость. Вторая половина 17 века – годы процветания Омана, так как победа над Португалией не только освободила страну от угнетателей, она придала ей такие силы, что Оман сам стал развиваться, захватывая часть Африки и современного Пакистана. В связи с предназначением замка в нем очень много комнат с совсем не военным смыслом и очень много разных архитектурных эстетических элементов, да и просто интересного оформления комнат. Ведь во время правления Оманом имамом Биль-Яруб бин Султаном замок Джабрин был центром изучения не только исламской религии, но и истории, медицины, астрологии, искусства. Тут вы найдете и красивые своды, старинно оформленные арабской вязью, различные ниши и окошки. Раскрашенные краской элементы декора демонстрируют когда-то яркие и привлекательные рисунки, оставшиеся с древних времен. С точки зрения оформления комнат, тут тоже все очень интересно сделано. И сосуды, и ковры, разный интересный инвентарь. Все будет в воображении картины того, как сотни лет назад тут жили люди далекой для нас цивилизации и культуры. Есть отдельные тайные комнаты для уединенных совещаний. Например, смешно названная шептательная комната. Ну а самое известное место в Джабрин Касл – это комната для меджлисов, советов, которая называется Sun and Moon. Название намекает на то, что в ней комфортно проводить совещания в любое время дня и ночи, ну и времени года соответственно. Дело в том, что окна тут расположены так, что они могут регулировать и излишне высокую температуру, что бывает в Омане часто, и слишком низкую. В замке мы нашли и банные помещения, но все это занимает невероятно много времени, потому что многочисленные лестницы, тупики, внезапные повороты запутывают незадачливого посетителя до головокружения. Здесь хотя бы прекрасный внутренний дворик. После часа блуждания по различным лестницам, коридорам и комнатам мы наконец вышли на крышу замка и увидели, как интересно, с арабскими орнаментами оформлено это место. Но даже зная, где это место, выйти к нему на других этажах оказалось непростой задачей. С крыши же открывается прекрасный вид на находящийся рядом рукотворный вади. Еще одна прекрасная иллюстрация оманской концепции ирригации почвы. Ведь его питает вода, поступающая сюда с гор по Фаладжу и притекающая через подвалы Джабрин. Кстати, в подвалах замка есть и тюрьма. Такие мучения тяжело себе даже представить. В этой тюрьме можно только сидеть. Невозможно лечь, двигаться или встать. А еще в подвале расположено самое важное место замка – комната хранения фиников. Финики в Омане – это что-то типа хлеба для русского человека, ну или риса для китайца. Может, даже что-то большее. Как и во многих других крепостях Омана, на случай осады тут запасались большим количеством фиников. В многотонных связках под собственным весом они высушивались, избавляясь от текучего сладкого сока. Сок собирался по специальным желобам в кувшины и в мирное время использовался на кухне. А во время осады финиковое масло разогревалось до кипения и выливалось на осаждающих замок врагов. Ведь как только отступили внешние захватчики страны, усилились внутренние распри. Вот и брат Биль-Яруба бин Султана Саиф осадил замок, что закончилось для его владельца трагически. Красиво и таинственно оформленная могила имама прямо тут, в подвалах этого замка-склепа. Прослужив столицей только одному правителю, замок Джабрин пропал с политической арены и начал медленно приходить в упадок. Лишь на короткий промежуток времени в самом начале 18 века имам Мохаммед бин Насир использовал Джабрин по назначению. Видимо, в память об этом в бойницах на улице установлены средневековые пушки, подчеркивающие военные функции дворца. Мы посещали с вами в Омане пустыни, пляжи, оазисы, и я всегда вам говорила, что природа – это главное достояние страны.
Вот только горы мы видели издалека. Хотя Аман знаменит не только своей обширной береговой линией, но и величественной горной грядой Хаджар. Сегодня мы не будем подниматься в горы, но спустимся в одну из самых известных и крупных пещер Омана – Аль-Хута. Пусть она и не относится к исторической памяти, но находится рядом с городом Низва и очень рекомендуется к посещению. К тому же путешествие по горной местности дает представление о том, как существовали местные жители в средние века. Повсеместно на дорогах можно встретить одинокие башни, куски крепостных стен, иллюстрирующих то, что война тут когда-то шла за каждый кусочек земли. И даже представить невозможно, какой из этих камней несет в себе память о тех страшных далеких днях. Почувствовать эти суровые скалистые земли позволит пещера Аль-Хута, открытая для обывателей в 2006 году. Для этого даже сделали отдельный искусственный вход. Причем для удобства вход этот оснащен небольшой железной дорогой с туристическим поездом. Посещение пещеры регламентировано. Каждый день, кроме, естественно, пятницы, раз в час оно проводится в группе вместе с интересной экскурсией. Правда, только на английском языке. Ну и на арабском, если вас это как-то утешит. Брать теплые вещи в пещеру не придется. Температура внутри никогда не падает ниже 25 градусов. А еще тут много разных интересных естественных водопадов разных размеров, в том числе и каскадных, небольших водоемов. И еще есть огромное подземное озеро, в котором водятся слепые рыбы. Поэтому и влажность тут очень высокая. Но учитывая, что вам придется пройти более 400 ступенек во время прогулки по Аль-Хута, то лишняя одежда будет очень мешать. Вообще сама пещера простирается на многие километры, а туристический маршрут открыт только для малой ее части. К сожалению, моя камера не может снять все эти красоты, открывающиеся по подземному пути. Естественно, масштабные виды тут время от времени перемешаются разными замысловатыми фигурами, будто вылепленными или вырубленными из камня. Тут и сказочные змеи и скаты, а самая яркая – лев, даже оснащена аудиосопровождением львиным рыком. Жаль, но с дикой природой пещеры мне вживую познакомиться не удалось. Однако ее посещение предвосхищает прекрасное здание-музей с огромным количеством интереснейших объектов. Тут детально объясняется и демонстрируется и геология, и биология, и даже палеобиология пещеры. В музее будет не скучно человеку любого возраста. Посмотреть хотя бы стенд с населением пещеры. Даже не знаю, расстроилась ли я или обрадовалась тому, что не увидела ни одной из этих живых существ во время прогулки по темным сводам Аль-Хута. Единственное разочарование этой прогулки – многообещающий поезд, который должен довести туристов от станции до входа в пещеру. Ведь на самом деле он стоит на пути без движения. То ли он сломан, то ли не функционирует из-за экономии. Этот путь по шпалам приходится преодолевать пешком. И если вы посещение организовали днем, то из-за вездесущего аравийского солнца и соответствующей жары это не очень-то приятное путешествие. Город Низва находится на втором месте по посещаемости во всем Омане. Поэтому неудивительно, что мы выбрали именно его для организации путешествия по исторической древней части этой прекрасной страны. К тому же, благодаря популярности у туристов Омана, в Низве есть достаточно большой выбор мест для проживания и в традиционном стиле, и в вполне современном, в том числе и с возможностью оплаты по факту проживания наличными. Низва известна не только своими прекрасными окрестными замками, но и собственным историческим центром. Тут расположена единственная попавшаяся мне в этой стране настоящая туристическая улица с различными арабскими сувенирами. Ведь это древнейший город страны и в VI-VII веках столица так называемого Древнего Омана. При жизни пророка Мухаммеда правившие в Низве братья, одни из первых правителей, откликнулись на призыв принять новую веру, и до сих пор основная часть населения проповедует ислам. Сегодня этот некогда центр торговли, просвещения и, конечно, религии, скромный туристический центр совсем не туристической страны. Население Низвы около 80 тысяч человек. В центре города, как круглая кастрюля-переросток, расположена огромная крепость, построенная почти через 20 лет после победы над португальскими захватчиками в 1668 году. Ведь после победы над внешним врагом
Внутренние разногласия даже внутри кланов усилились, и для защиты власти многие правители, становясь султанами, первым делом строили новую крепость и объявляли ее столицей. Форт великолепен и снаружи, и внутри. В каждой бойнице когда-то стояла по пушке. Вообще арсенал Низвы в средние века состоял из 400 орудий. Стены крепости предстают во всей мощи. Несмотря на традиционный тип реставрации, с которой мы уже столкнулись в Бахла, некоторые части круглой формы неровны, что подчеркивает истинность древней постройки. С верхней части форта открывается вид на легендарный рынок Низвы, да и на весь маленький древний город. Но для того, чтобы подняться на верхнюю часть крепости, нужно пройти по длинной, узкой, темной лестнице, которая содержит множество военных хитростей. Она перекрывается в нескольких местах массивными тяжелыми деревянными дверьми, по виду оставшимися с тех самых древних времен. Прямо перед деревянными перекрытиями пол в некоторых местах содержит глубокие ловушки, и в это же время с потолочной части построены широкие проемы, по которым на непрошенных гостей можно выливать раскаленное финиковое масло. Вообще все эти средневековые технологии детально объясняются на хорошо оформленных проспектах, картах и плакатах, оформленных на английском и арабском языках. Экспозиция крепости Низва, кроме самого форта, содержит милый, сказочный восстановленный глиняный город, где полностью воссозданы древние убранства жилищ. Здесь мы впервые столкнулись с удивительным аманским кинжалом хаджаром с ножными в виде угла и смешным маленьким традиционным щитом, аманскими символами мужества и гордости. Мы гуляли по городу Низва уже вечером, и поэтому он оставил в нашей памяти ощущение из сказок «Тысячи и одной ночи». Такой таинственно спокойный образ формируют эти древние стены, подсвеченные на манер древних арабских масляных ламп. В нижней части древнего реконструированного города открыта краеведческая выставка, объясняющая различные аспекты жизни средневековых оманцев. Например, тут есть список древних оманских известных личностей, ученых, богословов, а историческая карта показывает развитие и просвещение древних цивилизаций Ближнего Востока вообще и Аравийского полуострова в частности, по сравнению с более поздним и жестоким развитием европейских культур. Отдельно, конечно, нужно сказать об одежде в древнем Омане. Мы с вами знаем, как принято прятать красоту арабской женщины за различными накидками. А оманские древние племена лица женщин не скрывали, но надевали такие разные маски, бурки. У каждого племени была своя форма маски, порой весьма пугающая. А еще прямо на входе в выставочную часть Низвы, как раз там, где билетная касса, расположен древний рисунок, вырезанный на глиняной стене более 6000 лет назад. Тут выгравированы и верблюды, и даже корабли. Если никогда не видели наскальных рисунков, то это удивительный шанс познакомиться с этим древнейшим человеческим творчеством. Надеюсь, вам понравилась наша поездка по горной части Омана. Удивительно, но я сняла уже целую серию про путешествия по этой замечательной стране. Если вы хотите туда поехать, да и в принципе, если интересуетесь восточной культурой и природой, рекомендую ознакомиться со всеми выпусками в плейлисте «Оман» на канале Верушка Путешественница. Прощаюсь с вами, как обычно, ненадолго.